Ну что, друзья, Xiaomi BE 3600 Pro, новиночка. У нас на канале, по крайней мере, Wi-Fi 7 роутер из Китая, для материкового Китая. И это логическое продолжение вот такого вот BE 3600, которым я лично пропользовался достаточно много времени. На текущий момент очень заинтересовало, потому что реализуется и в паре, именно в комплектах на две башенки, на одну башенку. И предлагает некоторые новые доступные функции. Но в чем отличие с этим роутером, мы сейчас с вами рассмотрим. Видите, он даже у меня пыльный. Я его только снял вообще с этого снял, с использования своего. То есть он у меня простоял год практически. Это безотказный роутер. Он у меня работает на две линии, по 2 гигабита, при этом агрегирует их. Я получаю, там, грубо говоря, на Wi-Fi 1500-1600 мегабит. Меня вот так с головой дома устраивает. Вот эта штука, чуть больше памяти, какие-то новые функции, те же самые формулы портовые, такой же процессор. Все тоже сейчас дальше посмотрим, но стоит в 2 раза дороже. Насколько он мощнее? Да не насколько, он точно такой же, практически точно такой же. По покрытию тоже практически только такой же. И для меня разница совсем несущественная, всего лишь в количестве заявленном подключаемых устройств. В остальном всем абсолютно разницы никакой нет. Но об этом мы поговорим немножечко попозже. Сейчас мы его распакуем, потом перейдем, посмотрим, что же у нас есть в характеристиках и, конечно же, потестируем. Небольшое сравнение с этим будет, при том, что на этом... Ладно. Увидите дальше, смотрите, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы переходим на распаковочку и ждем выводов. Ребят, начнем с цены. BE 6000 Pro, там где я брал, его можно брать в двух вариантах. Можно брать одну башенку за $63, и можно есть вариант две башни. Есть разные цены, я вам самый оптимальный выбрал, разместил в описании под видео ссылочки. То есть вы можете либо такую. То есть в mesh-комплекте это, конечно, интереснее, хотя по покрытию вы сейчас посмотрите, очень неплохо он так покрывает. Не знаю для чего mesh, может быть для многоквартирного дома, или для многоэтажного дома, возможно, да. Дальше. Теперь посмотрим на BE 3600, и он стоит в данном варианте $31. То есть, на секундочку, больше, чем в 2 раза, больше, чем в 2 раза меньше. Меньше, чем в 2 раза, вот так, знаете сказать. В чем разница? А разница очень интересна. У меня есть даже табличка, давайте я сделаю на полный экран. Так, чуть-чуть мы ее приблизим и обговорим. Оба роутера поддерживают протокол Wi-Fi 7. Ну и сразу же говорим про BE 3600 Pro. Оба роутера построены на одинаковом процессоре Qualcomm IPQ5312, 4 ядра по 1,1 ГГц. Оба роутера имеют встроенную память флеш 128 мегабайт. BE 3600 Pro имеет 512 мегабайт оперативной памяти. Это, в принципе, может сказаться на количестве подключенных устройств. И как бы здесь они заявляют, что в прошке ты можешь подключить до 256 устройств. Ребята, я не знаю, где вы дома собираетесь нарыть 256 устройств. Я дома 2 десятка нарыл. Это с устройствами умного дома. Ну пускай полтос. 256. Для чего? Ладно, это все мелочи. В 3600 Pro, в 3600 простом BE-шке 256 мегабайт. По антеннам. Количество антенн. 4 антенны в BE 3600, а здесь у нас 4 антенны, именно Wi-Fi антенны, одна NFC и одна Bluetooth. Ребята, самая бесполезная фигня, которую я видел, это NFC и Bluetooth. При поддержке вашего, допустим, смартфона NFC, там WPA3, вы можете через NFC такие раз и типа фигак и подключить через NFC Wi-Fi. Ребят, для чего? Вот, ну честно. Вот реально, вы же не каждый день используете этот NFC, допустим, да, не каждый день подключаете, меняете пароли Wi-Fi. При том, что вы дальше увидите, когда я буду тестировать, я вам просто поставлю две вставки. Вот две вставки, вы поймете, что эти вот антенны сыграли злую шутку, потому что, допустим, на BE 3600, я вам сразу говорю, скорости максимальные на Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 7 нам получилось вытянуть больше. То есть, просто будет тест, а я просто в окошке вставлю вам BE 3600, вот базовый и на отдаление. На отдаление точно такое же покрытие мы получили, мы там даже не заморачивались со сравнением, потому что просто-напросто вот запустили этот BE 3600 и все, и его уже тестируем. Прошку, ее тестируем, а простой 3600 всего в 2 моментах я сравнил и понял, что разницы вообще никакой, абсолютно. Формула MU и MIMO 2 на 2 в 2 диапазонах, абсолютно
одинаковые для обоих роутеров, также оба имеют фэмы для 5 ГГц по 2 штучки, и тут частота 160 МГц у обоих. 6 ГГц, 320 ГГц нет и не будет в роутерах для материкового Китая. Я вам скажу, дело в том, что почему я не рассматриваю вообще международку, почему не рассматриваю, допустим, глобалки, потому что у них задушена мощность в 23 dBm, а здесь 30 dBm роутеры. Дальше, 4К мультилинк и МРУ есть в обоих роутерах, а у них абсолютно одинаковые формулы портов. 3 порта по 1 гигабиту и 1 порт 2,5. Кстати, в 3600 есть версия на 1 гигабит, я вам показал. Агрегация WAN LAN есть. Ну, модули NFC мы уже с вами поняли, да. Mesh-сеть поддерживает оба. Я тут задвоил агрегацию WAN LAN. IPTV мультикаст, объединение частот для MLO есть, приложение Midja, это тот же самый Mi Home, это все понятно. И здесь у нас есть разъемы штекера питания, это 4 на 1,7 мм и 12 вольт на 1,5 ампера. Слушайте, реально это два брата-близнеца, и вот эти вот улучшения настолько они минимальны, что я вам скажу так, если покупать первым роутер, допустим, вы хотите 3600 и хотите конкретно Mesh, то BE 3600 Pro. Но BE 3600 простой ничем не отличается. Вы не достигнете в нормальном домашнем использовании того количества устройств, а за цену одной прошки вы можете купить 2 BE-шки 3600. Это если его уже не будет в продаже и у вас будет безальтернативная. Это, кстати, версия на 2,5 гигабита. То есть стоит $31. Если у вас не будет, допустим, альтернативы, то, конечно, 3600 Pro это уже будет безальтернативный вариант. Либо кому не нравится дизайн. Но для меня эти роутеры абсолютно были идентичны. Но давайте потестируем и дождемся выводов. Ребят, ссылки в описании под видео. Конечно же, подписывайтесь. Поехали дальше. Так, друзья, начинаем тесты. Тесты начинаем с тестов скорости. Сейчас мы тестируем LAN RJ45 на 1000 мегабит, потому что их тут 3. И они честные, 1000 мегабит, пожалуйста. То есть вообще вопросов нет, никаких. Следующее. Как же нам протестировать один LAN на 2,5 гигабита? Да, очень просто. Мы с Wi-Fi на LAN, он должен быть больше гигабита. По крайней мере, больше 1,5. Тогда это будет говорить о том, что он 2,5 гигабитный. Тут как бы никогда вопросов не возникало. Тут нам главное понимать, сколько его покрытия. Нас же все-таки интересует его как альтернатива замены 3006 простому. Хотя я вам честно скажу, для себя я особой разницы не увидел. Мы сейчас протестировали с вами LAN RJ45. Теперь мы включили запись нашего смартфона. У нас там 5 ГГц. Смотрите, 1,7, 1,8, 1,9 в пике. Шикарный результат. 1,9. Вот пошло под 2. 1,9, 2,0, 2,030, 2,050, 2,060, 2,070. 2,100 было в пике. То есть 2,100, ребята, на Wi-Fi 2,100. Ну, на отдачу у нас сейчас там 1,8, 1,7, 1,8. Давайте. 1,8 пиково было. То есть, ну, вы видите, да? 2000 на 1689. Теперь мы проверяем с вами 2,4 ГГц на скорость. Где у нас тут Xiaomi? Знаете, что нам нужно будет сделать? Очень интересно, чтобы проверить тесты покрытия. Давайте. 2,4 ГГц у нас 290. Вот мы видим с вами. То есть это 40 МГц ширина канала. Пожалуйста, 270, 280 мегабит на загрузку. 282 и на выгрузку у нас 191. Шикарно. Как нам проверить нормально коэффициент покрытия падения? Для этого мы должны с вами ограничить сервер 1 гигабитом, чтобы он уперся в максимум, замерить базовую и процент падения на отдаление. Давайте, я сейчас переключаю сервер на 1 гигабитный канал, чтобы мы с вами все четко сделали. Проверяем. Переключаем обратно на 5 гигагерцовый диапазон. Давайте. Xiaomi 5 ГГц. Сейчас он должен у нас упереться в гигабит, чтобы у нас не было какой-то плавающей составляющей, и мы получили четкое падение. Будет ли оно вообще? Смотрите, то есть четко, здесь гигабит. Сейчас нам нужна Леночка наберет камеру и будет записывать нас, и мы пойдем бродить по офису. Нет, вот эту камеру. 979. Сейчас смотрим на
грубо говоря, гигабит на гигабит. Гигабит на загрузку, гигабит на выгрузку. Если вы не поняли, для чего это делается, для того, чтобы отсчитывать от одного базового коэффициент падения. Пошли. Попробуем, потому что возле роутера можно давать 2 максимально, потом может давать 1,7. Это все-таки Wi-Fi и очень много разных составляющих у нас. Офис большой, и у нас здесь только на этом этаже 165 квадратов, и проверим с вами этажность. Это вторая наша студия, давайте в ней проверять покрытие, смотрим. В самой дальней точке должно быть падение не более 60%. Здесь у нас падения нет. То есть на этом роутере, вот здесь стена, он стоит ровно за стеной, у нас падение 0%. То есть сейчас на загрузку мы смотрим 962 на... Давайте на 900, ну вот сейчас он среднюю выдаст, потому что больше гигабита, это то, что кэш у нас отображает, он будет среднюю выдаст сейчас 900 с чем-то. На самом деле это сумасшедшие цифры, именно сумасшедшие, на 923, смотрите, 962 на 923, пошлите дальше. То есть это у нас сейчас склад, мы сейчас заходим на склад, и это самая дальняя точка в нашем 165 квадратном помещении. Мы проверяем здесь покрытие. У нас должно быть не более 60% падения. А у нас нет падения. А у нас его нет. Он гигабит дает на полные 165 квадратных метров, находясь в углу. То есть у нас падение 0. Он способен покрыть, ну, на загрузку падение 0, на выгрузку у нас есть уже падение, там, допустим, процентов 20, да, 25. Мы сейчас увидим, сколько среднее. Это нормально, потому что на выгрузку, это, кстати, европейская ультра, это Xiaomi 15 Ultra, Европа, это не Китай. И это круть. А теперь пошлите, проверим на этажность, а потом я вам объясню, на какой площади он у нас покажет 100% покрытие. Пошли вниз. На этаж, там, где у нас монтажка. Пошли. Смотрите. Мы обновляем. Это другой этаж. И получаем здесь падение 30, сейчас 20, ну не 20, 27%, 28%. Ну сейчас у нас получалось по среднему, потому что он стартанул так, в пределах 2 этажей. Это шикарный результат. Сейчас мы давайте перестартуем. Потому что мы пока дошли. Давайте стартуем. Давайте. Смотрим. 700. Ну, перестартовали, получили 700. Я же говорила 25. Ну, нет, не знаю, посмотрим. Будет 741. Это вот 20, сколько? 26% падения на выдачу, на отдачу. Тут у нас будет где-то примерно 400. Ну, на отдачу вот 60% падения норма на выдачу, 60% норма на загрузку, 26%. Это шикарный результат на этажности. На этажности. А теперь пошли со мной. Мы сейчас еще 2.4 будем проверять. Подождите. Сейчас мы 2.4 еще проверим на покрытие. Смотрите. Вот мы когда-то разрисовывали уже. Вот наше помещение. 165 квадратов. Вот он роутер у нас стоит в этом месте. Вот здесь мы замеряли, здесь норма падения 60%. А у нас здесь норма падения, падение 0. На загрузку, на выгрузку мы не считаем. Так вот, площадь, вот эта вся площадь, это вот 4 квадрата по 165, он сможет покрыть, по сути, если его разместить в центре. Это нереальные цифры на самом-то деле. Давайте 2.4 сейчас проверим. Смотрите, 2.4 проверяем, конечно же, в 40 МГц ширины канала. Получаем возле роутера какие-то сумасшедшие цифры в 2.4 для него. 200, ну 224. 2.4 крайне нестабильный диапазон, поэтому там ловить стабильную цифру достаточно тяжело. 224 на 168. Пошли. Так как 2,4 ГГц я считаю диапазоном мусорным и старым, у которого всего лишь 13 каналов, которые мне, ну идем сразу на склад, здесь нет смысла мерить. Для меня 2,4 будет уже, знаете, как для устройства умного дома, только держу иногда. 2,4 мы с вами имеем падение порядка 80
5,90, а ну сейчас подожди, сейчас посчитаем. Мы имеем достаточно сильное падение. Это то, о чем я говорю. Мусорные диапазоны 2,4 всегда в них работали вот таким вот образом на очень большом покрытии. То есть это покрытие охренительное, да. То есть и мы имеем с вами 18,3 на 2 мегабита. Что и требовалось доказать, что 2,4 это устаревший диапазон. Я вам показываю всю правду, ребят. Всю правду. То есть живая запись. Если мы пойдем немножко в эту комнату и получим здесь с вами результат вот такого вот рода, вот здесь вот уже будет опять 200. Понимаете? То есть 2,4 тяжелее. Вот скорее всего в той стороне просто-напросто роутер чей-то стоит и фонит нам, потому что всего лишь 13 каналов. Потому что здесь он показывает 210 на 170. То есть нам нужно понимать, что 2,4 диапазон тоже имеет хорошее покрытие, но не на слишком большие дистанции. А ну давайте попробуем сюда, пойдем. В начало склада. Давайте здесь попробуем. А здесь вот еще 128. При том, что это уже большая. Это где-то площадь у нас, ну не 165. Это получается где-то будет покрытие 120-130 квадратов для 2,4. То есть мы должны это вот понимать, что для 2,4 здесь у нас уже падение будет больше 60%. 95 на 21. То есть, ну, имеем, что имеем, как всегда. Мусорник в 2,4. Слушайте, давайте уже переходить, наверное, смотреть на то, что у него есть по интерфейсам. А так, в принципе, я вам скажу, меня тесты очень даже устроили. Друзья, смотрите, дело в том, что сам по себе интерфейс, как вы понимаете, в китайских роутерах он очень прост. Здесь нет каких-то супер плюшек, и как мы видим, у нас там через переводчик переводит на русский язык вообще без вопросов. На текущий момент мы видим здесь одну линию, но он в Double WAN, вот вам сейчас выписка того, как это выглядит на 3600, то есть Double WAN работает на два провайдера вообще без вопросов. То есть он подключается, и тут, и самое интересное, он в Double WAN, если работает, допустим, два разных провайдера, и их ноды поддерживают там какого-то сайта, поддерживают многопоточную передачу через разные пути, то есть через разных провайдеров, то вы, ну вот вы тоже видите тест, там 1,5, 1,6 гигабит я на смартфоне получаю дома на 2 гигабитных провайдерах. То есть это спокойно работает. Теперь общие настройки. У нас есть Wi-Fi, само собой, есть мультилинк, но мультилинк в таких роутерах Wi-Fi 7, которые без 6 ГГц, это не о Wi-Fi 7 вообще, это о конкретном просто расширении ширины канала, что больше устройств могут работать в большей ширине канала на большей скорости. Это не значит, что на одно устройство будет увеличение скорости. Нет, это значит, что на большее количество устройств может обращаться одновременно на максимальной ширине своего канала. Теперь 2,4 ГГц. Конечно же, есть у нас WPA3. Ну, то для того, чтобы увидеть WPA3, нам надо переключиться на китайский. WPA3, микс WPA3 на WPA2 и есть открытый. То есть тут как бы вопросов тоже нет. Есть миксованный режим 40-20, 20 и 40 отдельный. И плюс у нас есть, конечно же, каналы от 1 до 13 в 2,4. В 5 ГГц есть от 36 до 165, при этом нижние каналы до 64, а потом идут от 149 до 165. Конечно же, тоже WPA3 есть. И есть у нас 20, 40, 80 и 160 МГц только в микс режиме. Также у нас есть режим совместимости Wi-Fi 5, но не вижу в нем смысла, если у вас старые устройства, не покупайте такие роутеры. Для них надо как минимум Wi-Fi 6. Есть режим энергосбережения TWT, который позволяет, там, грубо говоря, схлопывать постоянный опрос устройства до нуля, и он там идентифицируется немножко по-другому, там, по субпингу, о том, что он работает. Это позволяет, кстати, экономить. Вот у меня дома я смартфоны, вот особенно вот у Xiaomi 15 Ultra, у него он прожорливый достаточно смартфон, и это позволяет мне экономить заряд как на ноутбуках, так и на смартфонах нормально. Быстрое соединение — это про умный дом от Xiaomi, и нам эта опция вообще не интересна. Настройки интернета. Есть варианты подключения DHCP, PPPoE, либо через статику. Мы можем выставить скорость WAN-порта. Тут, в принципе, абсолютно все стандартное. Есть IPv6, как вы видите, у меня сейчас IPv6 подключен. И мы можем вручную выбирать WAN-порт. Например, мы можем сделать WAN-порт 2,5 гигабитный, можем сделать LAN-порт, а на WAN-порт подвесить, например, NAS сервер 2,5 гигабита. Либо у меня компьютер на 2,5 гигабита, а здесь два порта по 1 гигабиту
будут работать на агрегацию. Я тоже получу на компьютере там 1,6, 1,7 гигабит на двух 1 гигабитных провайдерах. Либо можно включить, он будет автоматически. Центр безопасности абсолютно бесполезная штука. Можно лишь делать черные и белые списки по MAC-адресу. Настройки сети, обыкновенный DHCP сервер есть. И в системных настройках здесь есть обновление, восстановить, сохранить и сброс. Тут еще и знаете, что ударяться. Это называется поддержка функции NFC. То есть можно по NFC подключать ваш смартфон, поднесли по NFC. И только если поддерживает смартфон WPA3. То есть в таком варианте можно. Теперь расширенные настройки. У нас есть поддержка QoS, DDNS, есть переадресация портов, все это поддерживается, и VPN. VPN только туннели можно делать, никаких серверов здесь нет. Можно PPTP, L2TP использовать, и есть умная переадресация VPN. Это можно выбрать, какие службы или устройства будут использовать VPN-трафик. Также есть настройка сетевого порта, то есть у нас есть двойной WAN, где мы два провайдера можем завести по 1 гигабиту, либо 1 гигабит, второй 2,5 гигабита, если у вас такое есть. Можно делать агрегацию пропускной способности, можно делать отказостойкость. Также есть у нас поддержка IPTV через LAN, агрегация LAN портов. Например, мы можем два порта назначить в агрегацию, они объединятся 2 по 1. И если ваш там NAS сервер, допустим, поддерживает 2 порта по 1 гигабиту, вы можете именно в агрегации 802.3 AD протокол стандарт, вы сможете получить там 2 гигабита. И есть игровой сетевой порт, это обыкновенная приоритизация определенного порта. Никакого умного игрового порта тут нет и быть не может, просто приоритизация одного порта под игры. Например, для плойки, либо для Xbox. В остальном всем, больше тут ничего нам интересного нет, а мы готовы пройти и сделать выводы. В качестве выводов скажу, я как отдельный роутер, если не рассматривая того, что у вас там есть B3600, переходить, не переходить, я его рекомендую. Он классный, он действительно мощный, да, 6 ГГц нет и не будет, но это мощные роутеры. По покрытию самое то, это когда вы воткнули и забыли. Если их брать там, допустим, в паре с этим, это будет mesh-система. 2 этих, это тоже mesh-система, 2 этих, это тоже mesh-система. И с любыми роутерами Xiaomi семьи Wi-Fi 7, грубо говоря, в mesh они будут объединяться вообще без проблем, даже с Wi-Fi 6. Поэтому мои рекомендации есть, а уже что решая, что покупать конкретно из этих двух, решать вам. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.